Мой бывший муж ушел к его жене. Его жена теперь живет с ее бывшим. Да. А кто первый-то? Первый ушел мой, тогда муж. К ней. Да. Вы потратили все 3 миллиона? Чего они от вас хотят, если и денег-то уже нет? Чтобы брак признать фиктивным, Он всегда говорил о том, что она его уже достала. Она алкоголичка. Ну, и, естественно, я люблю свою жену. Она каталась с мужчиной на машине. я каталась, только Вот. Катайтесь с кем хотите. это потому что это моя личная жизнь. Он еще не погиб, Нет, а вы он уже был катались. признан погибшим. Он не был признан погибшим. Да он, чтобы вас не видеть, поменял фамилию. А как вы отнеслись к тому, что ваша мама пырнула его ножом? Да она там царапнула его. Ну, конечно, я был Нифига себе удивлен. А поскольку получилось так, что с Натальей, которая сейчас живет с вашим мужем, вы мужьями, по сути дела, обвинялись, пришла нам пора Наталью послушать. Добрый день. Порой родственники, а я все-таки сейчас говорю про взрослых людей, не про то, когда ты еще ребенок, и тебе говорят, там с этим не дружи, он плохой, там с этим не играй. Но это еще хоть как-то можно понять. Но когда речь идет о взрослых людях, мне кажется, очень важно принимать выбор своего родственника. Ну, в конце концов, взрослые же люди. Имеем право себе в партнеры выбирать того, кого мы хотим. И даже если этот человек не очень хороший, но это же наш жизненный опыт. Ну да, но я-то здесь в этой истории вижу еще одну. Нашли повод, чтобы собачиться. Вот что обидно. Сегодня в нашей студии Лилия Вершинина из Волгоградской области. Здравствуйте. Здравствуйте, С чем пришли? Рассказывайте. Что случилось? После гибели моего мужа, родственники мужа ополчились внезапно. До этого было все нормально. Стали подавать в суды, обвиняя меня в том, что я мошенница, то, что брак у нас был якобы фиктивный. А у вас погиб муж. Да, у меня Когда? погиб он 15 октября 24 года. Примите, пожалуйста, наше соболезнование. А как давно вы с ним вместе были? Вот там они- С сентября 23 года. За год до того, как он погиб, Да. вы с ним познакомились? Познакомились мы в начале сентября, и он... Какого года? 23-го. Так, вы познакомились И в начале... приехал он через 2 недели ко мне жить. Ага. 9 декабря у нас уже состоялась роспись, то есть подача заявления месяц. Вот. Угу. Подождите, но это же ваш второй с ним брак. 26 июля второй раз мы расписались. Нет, а развелись-то вы когда? Вы... В мае мы развелись, 24 года. А почему вы развелись? Он меня настолько начал ревновать, что мне его нужно было обуздать и доказать, что даже без штампа я смогу с ним жить. А почему расписались? Кто был инициатором этой второй росписи? Муж. А вы согласились? Я согласилась. А как это произошло? Это произошло, я была в огороде. Он сказал, я сейчас приду. Но вы не жили на тот момент Как вместе. это? Да мы жили. А дальше вы в огороде, в Я в галошах огороде, или в сапогах? резиновых сапогах. Да. Открывается калитка. Он говорит, я подписал документы, и нужно сейчас в ЗАГС. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Вы сказали, что вы продолжали жить с ним вместе. Да. То есть он принял такое важное решение, как выяснилось, судьбоносное для него решение, Да. вообще вам не сказав ничего. То есть вы постфактум узнали, что он подписал контракт? Почему он с вами не посоветовался-то? Я не знаю, почему. Ну вы же супруга. Такие решения вместе принимают. Может быть, он думал, что я его не отпущу, я не знаю. Побоялся вам сказать, решил сначала подписать, потом уже Да. вам А рассказать. потом только он мне сказал, да. И вы пошли и расписались. Да, Сразу. да. В сапогах. Нет, я за 20 минут, потому что сказали, А, вы прям в этот же день пошли и расписались? прям сразу же, да. Слушайте, а родственники, когда узнали, что вы развелись, а потом опять расписались, как отреагировали его родственники? Честно, меня лично никто не поздравил. Мгм. Я не знаю, может, мужа, но он не говорил. Нам некогда было, потому что
другая уже суета Но началась. дальше он разговоры. отправился. Вы все это время, пока он там был, с ним общались? Ну, конечно, как же. Телефон из рук не выпускала. Почему? Потому что ждала ждали его звонка, звонка. конечно. Хорошо. да. Значит, прекрасно. А как вы узнали о том, что он погиб? Позвонили из части, так как там целый ряд событий. И часть, и военкомат Еланский наш. И я искала через людей, которые там на СВО, кто знакомый. Так он у вас что, без вести сначала Сначала пропал? без вести, Так вы так да. и рассказываете, мы же не понимаем ничего. Да, Мне да, все извините, приходится я- из вас клещами тянуть. Вот Есть- он там, вы здесь, телефон из рук не выпускаете. Дальше что? Дальше. Его признают без вести пропавшим. Когда? Через месяц. Через месяц после того, как он туда отправился. Да. Дальше потом звонок из военкомата, и сказали, что он погиб. Через сколько после того, как вам В сказали, что... январе, уже ближе к 11 января, я сейчас эту дату, я не помню дату этого звонка. Хоронил кто его? Я Когда? 11 сентября 25 года. Ну как вот в этом разобраться, если она говорит, что ей в январе сказали, что он погиб? Ладно, но похоронами занимались вы. Да, А родственники с той стороны хоть копейку дали? нет. Не дали. А вы им сообщили о том, что он погиб? Я говорила И все. о том, что вы планируете похороны? Да, Они приехали на да, похороны? приехали, да. А где вы его похоронили? У себя в рабочем поселке Рудня на А кладбище. они где живут, родственники? В Волгограде. Это далеко от их места Ну, жительства? около 340 где-то километров. Ага. Вы с ними не советовались, где его хоронить? Мой муж, когда мы жили, он сказал, может, где-то есть документ, я не знаю, о том, что хоронить на моей земле. Я выполнила по-честному волю мужа. На какой Если- его земле? На земле, так, где жена, где я. Вы сказали, что это самый счастливый из ваших браков. А Да. сколько у вас их было всего? В общей сложности вместе с мужем 5 официальных браков. Теперь А вы его брак посчитали 2 раза? Да, 2 раза посчитала, да. еще один вопрос. Я понять до сих пор мотивы его не могу. Почему он вам не сказал, что он принял такое важное решение? Это косвенно льет воду на мельницу тех, кто обвиняет вас в том, что вы с ним плохо жили и что этот брак фиктивный. Ой, прекрасно. Нет, я имею в виду в финансовом смысле. Как вы жили? Так а сколько вы он жили-то? Вы и не жили. Вы познакомились с ним в 23 сентябре, 23, в сентябре. а мы в июле он 23 ушел. В 20... Вы жили с ним 9 месяцев. а что, это не жизнь, когда человек каждый день живет для семьи? Не, Послушайте, я кто-то спрашиваю, годами живет и как ничего вы не жили? Он делает. работал? Он у нас в деревне, да, колымел и работал так на организацию. И Денег хватало вам в семье? Мне лично хватало. А что, много надо? Конечно, хватало. А он был женат до вас? У него дети были? Да, у него первый брак и 2 детей есть. А вот вы пока 9 месяцев с ним жили, он с детьми общался? Из-за того, что мой муж живет с его женой, когда мы развелись, мой муж ушел к его, как это правильно, жене, поэтому из-за этого он не общался. Вы были замужем, Да, И он был женат. и он был женат. Его жена теперь живет с ее бывшим. да. А кто первый-то? Первый ушел мой муж, К тогда муж. ней, Да. к разлучнице. А Да. потом вы познакомились с... Через 5 лет мы познакомились по интернету. Я просто написала смс. Через 5 лет вы ему написали? Да, через 5 лет. Вы ему первое Слушайте, написали. давайте, Я- чтобы я окончательно с ума не сошел, вы до программы рассказали нашему редактору, как ваше знакомство произошло. Давайте посмотрим. Честно сказать, у нас же как получилось знакомство-то с парнишкой. А как же рассказывать-то? Это рассказывать? Скажи. Мой бывший муж ушел к его жене. И мне стало интересно, а как бы стали говорить по деревне, что хороший парень. Она вот развелась-то.
Ой, думаю, посмотрю, как же он выглядит-то. Ну, кто муж ее? Ну, честно сказать, я прям влюбилась с первого взгляда. А он там как бы накачанный спортсмен там такой. Ну и все, я стала мониторить его страницу на протяжении 3 лет. И наступил тот день, когда я увидела, что, когда в сети появляется страница, я написала ему: здравствуйте, говорю, скажите, пожалуйста, как ваша жизнь сложилась после развода? И вот так мы начали общаться, мы стали поддерживать друг друга разводом, он же развелся, и я. И у нас получается, что у него жена, а у меня муж, которые живут совместно, да, его жена и мой муж. То есть давайте по-русски говорить. Вы его пасли 3 года. Пасли — это неправильно Ну сказано. как неправильно? Я говорю по-русски. давайте Наблюдали. Ну, да, наблюдали. Вы Наблюдали, внимательно наблюдали за его жизнью 3 года и потом решили, раз жизни у вас не горе было. общее, почему бы и счастью общему не быть, правильно? Счастью общему не было такой задачи, потому что он моложе, ну куда мне там с ним? А какая у вас разница в возрасте? 11 лет. А у него, вы сказали, дети есть от первого брака, Да. да? А сколько детей? 2, А они получили выплаты? конечно, И вы, как вдова, получили выплаты? да. А кто еще получил? Мама, его папа, и 2 детей, и я одна. В равных долях. Конечно. Вот теперь... И а те- пенсию по потере кормильца вы оформили. Я? Нет. А почему тогда, я вот не понимаю, правда, чего они от вас хотят, если все получили выплаты? Ну, сейчас они хотят, чтобы брак признать фиктивным. Зачем? Ну, возможно, чтобы вернуть, допустим... А сколько вы эти получили? деньги. Ну, около 3 миллионов, наверное. Если честно, я эти деньги не считала. Не считали? То есть А они... где они, эти несчитанные деньги, находятся? Хотите вам рассказать? Да. Хорошо. Было заплачено за кредит практически 700 тысяч. За какой кредит? Кредит был взят он там по мере обстоятельств, так как... Слушайте, я вам зарплату. задавал Кто вопрос. брал Вам на кредит? жизнь Я хватало? брала. Вы сказали, да, Нет, так он же, хватало. когда ушел на СВО, я же полгода жила, без средств, как бы, а там... А почему то вы жили одна без средств? То одна проблема, то А другая. почему вы была. жили без средств? Вам кто мешал работать? У меня слабовидящий ребенок. У меня не было просто денег на жизнь вообще. То есть вы взяли кредит, и потом его закрыли, когда пришла выплата. Вы же надеялись на лучшее, верно? Вы же не рассчитывали на то, что он погибнет. А из чего, из каких денег вы собирались этот кредит гасить? Ну, поверьте, там, в принципе, на то суммы там по 8, поскольку я бы предприняла бы обязательно какие-то меры для того, чтобы выплачивать. Я не Слушайте, за я один вот, правда, кредит, да. половины из того, что вы нам говорите, не понимаю. Я не могу понять, что... Давайте конкретно смотрите, правильно. Я вот- задаю очень конкретные вопросы. Смотрите, я вам- Дальше. я Было 3 миллиона, 700 отдали за кредит. Дальше куда потратили? Я рассказываю дальше. Потом сломался котел, 100 тысяч отопления. Потом сестре 100 тысяч, потому что я узнала, что у нее проблема в семье после операции мужа, и я не смогла обойти стороной. Дальше. Потом 200 тысяч я старшему сыну для изменения его жизни, чтобы он перешел на другую работу, чтобы он мог уже с семьей жить более лучше. Для Да. того, чтобы перейти на другую работу, надо 200 тысяч заплатить. Нет, Дальше. там и другая история. Вот. И Смотрите, я про что... вот У вас что-то осталось? похороны мужа последние были 70 тысяч. У вас что-то осталось? Нет, у меня ничего не Вы осталось. потратили все 3 миллиона? Нам действительно нужно тянуть из вас клещами информацию, и эта информация очень часто противоречива. У меня сейчас вопросов больше к вам, чем их было, когда мы начинали эту программу, понимаете? Я не знаю, может, давайте по поводу Нет, другого давайте так, давайте, разговора. если уж мы про родственников говорим, то родственников. давайте их позицию услышим. И одну из родственниц вашего погибшего мужа сюда позовем. Это Виктория, знаете ведь Да, Викторию? это племянница. Пусть она нам расскажет, чего они от вас хотят, чего они привязались, если и денег-то уже нету.
Ты что тут из себя строишь какую-то бедную несчастную вдову? Я не пойму. Виталий никогда не был ревнивым. Каждое Свои 20 лет я его знаю. Вот сядьте и расскажите нам свою версию. У вас конкретно какая к ней претензия? Вот вы чего хотите, все родственники? Мы хотим добиться справедливости. Этот человек Какой? недостойно. Лилия. Какой справедливости? Она недостойна нести звание вдова военнослужащего, так как она вела аморальный образ жизни. Она алкоголичка конкретная просто. 2 раза ваш дядя, он же вам дядя? Да, 2 раза дядя сходил с ней в ЗАГС. 2 раза, не один. я знаю. Почему? И взял фамилию. Первый раз, мою. когда они развелись в мае месяце, он звонил всем родственникам. Кто был инициатором развода? Лилия. А потом уже, когда они вступили в брак 26 июля 24 года, он даже не сказал, он позвонил 9 августа 24 года матери и сказал: мам, пожалуйста, не ругайся. Она говорит: что случилось? Ну, всякое в жизни бывает. Она начала Подождите. переживать, что Понятно. случилось. Расскажите мне, как они жили. Что там за история с поножовщиной была? Он позвонил и говорит: мам, говорит, я не знаю, что на Лилю нашло. Она пьяная, пришла не в адекватном состоянии домой. Я лежал, спал. Она воткнула в меня нож. Говорит, я вызвал сам себе скорую, вызвал полицию, написал заявление. Естественно, его увезли в полицию. Но пока он, получается, лежал в больнице, проходил, я так понимаю, реабилитацию, восстановление, к Один нему день. пришел сын старшей Лилии и сказал: если ты сейчас не заберешь заявление, я возьму подушку и задушу тебя. Вы какое-то наказание понесли за это? Да, был суд, конечно. Условный И? срок вам дали? Нет, не было условного срока. А что За было? примирением сторон, статья 115. Вы же нам часть рассказывали, что вы жили с ним душа в душу. Ну, это был в мае, после душа этого мы в развелись. душу. Хватит, здесь дураков нет. Здесь все взрослые люди. И вся ваша история о том, как вы жили душа в душу, она рассыпается у нас на глазах. А когда вы узнали, что вот я так от нее и не поняла, дата смерти на могиле стоит октябрь, она узнала то, что он погиб в январе. По документам, да. Я Юлия, хочу понять, как я хочу вообще вам все это рассказать. было. Хронологию нам Нам расскажите. приходит извещение о том, что он числится без вести пропавшим. Я начинаю бить в колокола, естественно, начинаю как бы узнавать, какая у него часть, где она находится, чтобы связаться с командиром части, узнать. 2 сентября я приехала в город Ростов в морг. Мне показали... Вы опознавали, не Я она. опознавала, нет. Вы были уверены, что хранить его будут в Волгограде? Но вообще да, потому вам что и я подписала все предоставила за эту документы, я неделю думала, что... возможность. Кто Я похороны вам- оплатил в результате? Оплатила вообще администрация. У Она меня ничего не чеки оплачивала. имеются об оплате. Ты в своем уме? У меня похоронное агентство, наше Хорошо, Руднянское, похоронное брала агентство. налички, А у меня почему тогда- чеки А есть. это была действительно его воля, чтобы его захоронили там? Он нам никогда не говорил о том, чтобы его похоронили на Но он мне территории его жены, Скажите потому мне, что пожалуйста, он а сказал... он вам хоть раз говорил, что он ее любит? Нет, он всегда говорил о том, что она его уже достала своими пьянками, со Ну, своими тогда вот скандалами, смотрите, так- со своей так- мамой. тогда- А зачем можете- он с ней жил и 2 Нет, раза подожди, в ЗАГС? подожди. Тогда как вот Точно. вы это видео объясните, которое мы сейчас посмотрим? Да. Хотел всем вам сказать, что я очень соскучился по своей любимой жене. Ее зовут Вершинина Лилия Викторовна. Мы с женой уже живем 2-й год. И я очень ей благодарен за то, что она у меня есть в этой жизни. Когда пришел в еешнюю жизнь и когда полюбил, я ее взял с ребенком. И я его полюбил как родного. И буду любить и делать все возможное, чтобы он любил меня так же, как и я его люблю. Ну и, естественно, я люблю свою жену очень сильно-сильно. Я могу поклясться, чем хотите. Зайка, я тебя очень сильно люблю. И я обещаю, я вернусь домой целым и невредимым. Жди меня, молись, люблю, целую. Зайка моя. Может быть, просто надо принять его выбор? Ну, я честно вас Я спрашиваю. не готова принять этот выбор, потому что на тот момент, когда он числился без вести пропавшим, кататься с другими мужчинами по городу, по ночному, ну, извините. А есть доказательства? Конечно.
пожалуйста. А я не говорю, что я святая. Значит, Лиля у нас звезда, роковая женщина. Это такой тип женщин, которые настолько верят в свою вот эту звездность. Они, с одной стороны, в нее верят, с другой стороны, они постоянно требуют подтверждения этого. Вот отсюда и ответ, почему она не может сдержаться и в социальные сети, даже тогда, когда это неуместно, она выкладывает вот эти видео. До того, как его признали погибшим, это, может быть, декабрь был, ноябрь-декабрь был, она каталась с мужчиной на машине. Я каталась. Ну, нет, я, наверное, Не, каталась. я и говорю, я каталась. Только Вот. это... Слушайте, катайтесь с кем хотите. Это потому что это моя личная жизнь. Виктория, а с кем ты катаешься? Подождите, пока так ты мы сейчас замужем? обсуждаем, что он еще не погиб. Нет, А вы он уже был катались. признан погибшим. Он не был признан погибшим. Документы признан погибшим. Ты совмести даты этих видео и когда он был признан Подождите, но погибшим. порядочная вдова, хотя бы Я год. 7 месяцев была порядочная вдова. И 7 потом... месяцев. Юлия, вы слышали? 7 месяцев она была порядочная вдова. Мне охотно верится, простите, ничего личного, охотно верится в то, что вот именно когда вы узнали о том, что он заключил контракт, это и, скажем так, побудило вас согласие, желание для того, чтобы зарегистрировать хотел, с ним чтобы я брак. опять Простите, второй но мне раз. пока так видится. Слушайте, не только вам. Вот на этом красном диванчике врать вообще нельзя. Я не вру. Вообще ни секунды, потому что это сразу вся страна видит. Я не вру. Тут ни разу не удалось никому обвести нас вокруг пальца. Я вас не обвожу. Хорошо, но, может быть, вашей маме удастся. Она же с вами приехала. Давайте ее позовем. Татьяна Егоровна, ждем вас. Здравствуйте. Вика, да он, чтобы вас не видеть, поменял фамилию. Да, да. Я прям вот, я Да. даже поаплодирую И вам я поаплодирую стоя. тебе. Вы очень красиво Мам, обе не врете. сядь, Вы прям сядь. вообще вот слились тебя в не одно просили, сядь. едино. Прям как инь и Сядь. янь. Мам, не А что ж связывайся. вы на похоронах? Давайте вспомним похороны, Так, пожалуйста. подожди, Как вы сказали. подожди. А вы что вообще приперлись? Могли венки вон на автобусе отправить. Ты что врешь нагло, а? Татьяна Егоровна, можете сесть, пожалуйста? Сяду, конечно. Вы нам до программы сказали, цитирую, вашу речь редакторы записали. Ну, Вы сказали, Лиле самой тяжело, она только мужа похоронила, и надо сына растить, а не в разборках участвовать. Говорили такое? может, и говорила. Все правильно. Вот смотрите, только мы установили, что и в период, когда еще не было известно о гибели ее мужа, и сразу после похорон она как-то быстренько нашла каких-то других мужиков, с которыми можно Нет, это целоваться неправда. на камеру и публиковать это еще в соцсетях, пока пьяная, а утром удалять. Это она что, скорбит? Это 7 месяцев это уже 7 прошло. месяцев. Может, это неприлично. Может Неприлично? быть. Мне Я же кажется, не это чудовищно неприлично. Вы знаете, как Александр Сергеевич Великий наш сказал, вдова должна и гробу быть верна. Особенно в таких обстоятельствах. Ну, значит, я неправильная вдова. Вот все, что вы публикуете, грязно, омерзительно и противно. Да, я согласна. Слушайте, ваша свекровь Лиля не смогла приехать, потому что плохо себя чувствует нам на программу, но согласилась обратиться с экрана. Давайте посмотрим. Лиля плохая мать, плохая жена, так как она выпивала. Она не разрешала, чтобы сын вообще звонил мне, потому что у нее какой-то закон. Если он женился, то он должен забыть всех родственников своих. Когда он с ней, он какой-то вот, видно, другой. В последнее время были глаза какие-то стеклянные. Может, что она и делала, может, что подсыпал. 9 августа он уже ушел, а погиб 15 октября. Вообще, я с ней познакомилась только на похоронах. Мы приехали, там сидела возле гроба мать ее и говорит, а какого вы вообще приперлись сюда? Могли бы венки через автобус передать? И вообще деньги привезли. Я говорю, какие деньги? К нам, конечно, с администрации подошел
ну, видно, там самый главный, и спрашивает, а вы кто? Я говорю, мать. Говорит, как мать? А мне сказали, что он как бы сирота. Ну, жена сказала. Наташа была настоящей женой, а Лиля мошенник. Только деньги и деньги, как что не услышишь, одни деньги в голове, больше ничего. Ну, сплошная ложь. Ну, почему вот так вот, Вика? Мы, наоборот, Бывший вам муж позвали. Лили тоже слышал прекрасно, мне как вы сказать. сказали о том, что вы что сюда приперлись? Ты что врешь? Сколько Вика, а ты денег вы зачем в суд привезли? подала, что мы фиктивные Да семья? потому что ты ведешь аморальный образ жизни. Когда? Ты какой образ? Ты сама в 14 лет родила. Да тебе какая разница, во сколько Ты я чё родила? сюда Я хотя бы пришла? за Ты своим сама сыном смотрю. родила. Я такая же, как и ты. Мы одинаковые. Не Нет, надо мы разговаривать. разные Да что абсолютно. Ты ты? заткнешься Я с или нет? мозгами. Кто из нас Нет. мошенница еще? Да ты Виктория. мошенница, да тебе только Чё? деньги нужны. Вот скажи, что А твоя тебе мать нет? врет? Откуда у тебя дом в ипотеку взялся недавно? Наконец-то блаженное лицо спало, и проявилась истинная сущность этой вдовы. Поддержать Лилю приехал ее старший сын Александр. Давайте мы у него спросим, какие отношения у мамы были с отчимом. Мам, молчи, ничего не говори. Мать, сиди, молчи, ничего не говори. Все. Не переживай. Здравствуйте, Виктория. Хоть здесь с вами познакомимся. Александр, я Раньше- сейчас не буду воду лить. Ваша мама сказала загадочную фразу. Для того, чтобы вы устроились на хорошую работу, нужно было потратить 200 тысяч рублей. Похоронных. Первое, да, устроились ли вы на хорошую работу и на что ушли деньги? Я поменял место работы А 200 тысяч на что вы потратили? На переезд. на переезд На переезд откуда куда? из своего места жительства в другой город. А кем вы сейчас работаете? В пожарной охране работаю. Сколько вы зарабатываете, если не секрет? 70 тысяч, А на прежнем Месяц. месте работы вы кем работали и сколько зарабатывали? 50 тысяч, То 55. есть вот 200 тысяч вложения было сделано для того, чтобы вы уехали в другой На 20 город тысяч больше и зарабатывать. зарабатывали на 20 тысяч Разве больше ты денег, 70 правильно? получается? За 15 дней. Ну. Все верно. Хорошо, нет, я просто спросил, мне интересно. Так как все-таки мама жила с вашим отчимом? И откуда вы знаете, как они жили? Вы вместе с ними тогда проживали? Мы находимся на расстоянии 30 километров. Сел в машину, приехал. Часто приезжали? Но не могу сказать, что прям часто. Ну, раз в неделю, раз в месяц. Ну, раз в месяц, условно, То пускай. есть вы его видели 9 раз? С Виталием вы говорили после того, как ваша мама его ножом пырнула? Не могу припомнить. Вы просили его забрать заявление? Я не просил. Вы вообще, вот как к нему относились? К нему Да. лично Да, лично к нему, лично вы как относились? взаимоотношения были нормальные, что не касалось моей мамы и моей бабушки. А как вы отнеслись к тому, что ваша мама пырнула его ножом? Да, она там царапнула его. Там Конечно, я был Нифига себе удивлен. три дня побыл и вышел. Не 3, а 1 день. 1 день даже. Вот эта женщина, над которой вы все смеетесь, мне очень обидно, потому что это моя мама, и для меня это святой человек, еще и с инфарктами. А ситуация действительно тяжелая там. Их не могут оставить родственники, Лилию не могут оставить в А покое. зачем ваша сестра выкладывает видео с мужиками? Я все прекрасно понимаю, Нет, не что понимаете. но сестер не выбирают. Ваша сестра, никто ее за язык не тянул, стоя на кладбище, сказала, что этот брак у нее был самым счастливым. А поскольку получилось так, что с Натальей, которая сейчас живет с вашим мужем, вы мужьями, по сути дела, обвинялись, наверное, он, ваш бывший муж Юра, Наталье рассказывал, какой был у вас брак. Пришла нам пора Наталью послушать. Да, еще одну. Да, еще одну. есть, мать. Давайте-ка мы ее позовем сюда. Еще одну. Здравствуйте. Ты чё врешь? Чего? Если бы он тебя любил, он бы мне не звонил, наверное. Так ради О, бога. а ты радуйся, да? А муж как твой реагирует на то, что Нормально он звонит? реагирует, потому что у нас 2 общих детей. Интересно, а что ж ты его Тебя тогда любил. у этого отобрала В мужа? смысле я? Вы не знаете? Не знаю. Не знаю, но зачем вы о том, А что вы помнишь, не мы знаете? встретились с тобой? Давайте в побережем этом? ваше здоровье и попросим вас уйти из студии. Давайте, так будет проще для всех. Да. Хорошо. Спасибо большое. Мы исключительно о вашем здоровье заботимся.
Ой, как же трудно. Хорошо, Наталья, Господи, как же получилось так, трудно. что вы махнулись Как же мужиками? трудно, мама родная. Ну, получается, когда моего супруга бывшего посадили, Виталия, я, пришла на суд, то есть я была на суде. Он меня спросил, буду ли я его ждать. Я говорю, Виталь, нет, ждать я тебя не буду. А сколько вам лет было? 21, дочку родила как раз. И вы сказали, что не буду ждать. Нет, говорю, потому что жизнь идет. Он мне говорит, хорошо, тогда можно мы останемся друзьями, так как у нас 2 общих детей. А он общался с детьми, пока с ней жил? Виталий? Да. Нет, вот когда с ней начал жить, нет, он перестал. И перестал выплачивать алименты. Вспомните, когда она стала отслеживать вот этого парня. Да, это я обратил внимание. А знаете, почему она его начала отслеживать? Она, когда поняла, что ее ребенок остался без внимания бывшего мужа, без алиментов, она думает, а кто там его та жена, да, новая? А ты оставила моего ребенка без алиментов? Так я твоих 2 оставлю без алиментов. Вот эта вот зацепка за этого парня была только для того, чтобы отомстить. Вы выплаты получили. Какие у вас-то к ней претензии? Ее нельзя назвать вдовой военнослужащего. На вдову она, Александр, вообще не похожа. Мы хотим добиться перезахоронения тела и признать, естественно, брак недействительным. Мы, как всегда, естественно, обратились к нашим лучшим экспертам, к соседям. И надо сказать, что вот тут как бы мнения, мы про вас спрашивали, мнения полярные. Это может говорить только о том, что Лилия, конечно, человек многосторонний. Давайте посмотрим на экран. Обычная среднестатистическая семья. Ребенок, понимаете, всегда чистый, опрятный. Мама всегда реагирует. Там надо ли какую-то анкету заполнить, да, там надо ли в каком-то конкурсе поучаствовать. После того, как Виталий стали проживать с Лилией, ребенок говорил о том, что это папа. Никогда он не жаловался, что папа его обидел или папа его поругал. Вместе приводили ребенка на занятия, приходили вместе на родительские собрания. Спустя какое-то время она мне сказала о том, что он погиб. Все по-разному реагируют на стресс. Кто-то в себя уходит, кто-то в депрессию, кто-то в запой. Вроде, замечено не было. В запой не уходила. Что я могу сказать? Такая вот... она тоже, между прочим. Вообще-то она может и послать на 3 веселых. Правда, она, в общем, такая грубоватая женщина. Гуляла всю ночь. Я раз пошла ей, сделала замечание. Потом пошла, она выбегает, хватает меня за руки. Да ты такая, ты сякая. И драться ко мне лезет. Я говорю, ты что, вообще что ли? Тебе что, белая горячка, что ли, началась? Говорю, иди отсюда. Дня через 4, а потом она мне извинения меня просила. У меня муж умер, то что, надо пить из-за этого, что ли? А так вообще вот хозяйственная дома? Так вообще-то да, она, видите, чисто у нее везде все, я ничего не могу сказать. Мальчик у нее в школу ходит, вроде хорошо учится. Вот я знакомился до программы с исковым заявлением вашим, да, я так понимаю. Мне кажется, что вероятность удовлетворения ваших требований, за 90% точно. Еще, конечно, нужно собрать доказательную базу чуть больше. Если что, потом расскажу, объясню. А так, в принципе, все для этого сегодня в передаче было сказано со стороны ответчика. С вашей стороны, Лилия, мне кажется, что нет ни единого доказательства, которое бы подтверждало, что с вашей стороны брак был заключен действительно, а не фиктивно. Вдова, ладно, вдова, но юридически, да, пока еще вдова, но вы не имеете никакого морального права запрещать близким кровным родственникам ходить туда, где захоронены другие близкие родственники. Ради памяти, и, как вы говорите, любили, это был ваш супруг, и вы себя считаете вдовой, ради этого хотя бы уже пойдите на какой-то компромисс, и это будет самый наилучший вариант. Если что-то ты делаешь нехорошо с позиции морали, общество тебя осуждает. Вот мы вас сейчас осуждаем, понимаете? И для того, чтобы вам действительно спокойно жить, может быть, нужно совершить какой-то поступок, который изменит отношение общества к вам. То есть, например, если родственники действительно обращаются к вам с какой-то просьбой, а сейчас уже это уже не просьба, а требование, наверное, имеет смысл пойти в сторону
принятия решения, которое необходимо для родственников. Я думаю, это будет абсолютно правильно и с моральной точки зрения, и вам поможет начать жизнь спокойно. Я сейчас расскажу один закулисный секрет. Эту программу я начала со слов, что отстаньте от родственников, примите уже, наконец, их выбор. Я же не просто так начала. Потому что в сценарии все это выглядело так, что, ну, как бы отстаньте, это был его выбор. В конце концов, он 2 раза на ней женился. А прошло каких-то 15 минут, и все стало понятно. Понятно, что я не с того программу начала. Но это же сделали вы. Я вышла сюда в полной уверенности, что сейчас я этим родственникам скажу: отстаньте от вдовы. Это его выбор, уважайте его, тем более после смерти. Как вы так все перекрутили? Как вы таким чудесным образом настроили в этой студии всех против себя? Тут есть кто-то за нее? Есть. Кто? Ну, сын, Я? понятно. Да. Ну, вы-то Я все время понятно. на ее стороне. Прозвучал совет. Совет, на мой взгляд, очень хороший. Да. Дайте им возможность перезахоронить, и они отстанут. Вряд ли они от вас эти деньги будут требовать, которых нет у вас уже давно. Дайте им то, что им принадлежит. Это и их уйдите кровь. из их жизни и из жизни вашего бывшего мужа. Совсем. Живите как хотите. Здесь был пожар. То есть вот он рушится. Пожар был с летальным исходом. Мужчина не просто мужчина, а инвалид. И в реанимации он скончался. Вам кто-нибудь после пожара предлагал Маневренный фон? Нет, не было ничего такого. До сих пор живут люди. Да, живут люди. Летом поднялись земляные блохи. Я даже не знаю, что такие звери есть. А что это за земляные блохи? И они кусают именно людей. Слизни лазит, одежда гниет. Местные власти пытаются отменить нашу аварийность. Для того, чтобы оставить людей там погибать, что ли? Около 67 домов. Даже если сейчас отдать распоряжение построить их, это еще лет 5, вам Бог знает, в каких условиях жить. Потолок протекает, капает прямо на электрощит. У нас сгорели тоже 2 бабушки заживо. К нам еще одна жительница вашего города приехала. Она проживала в доме «Призраки». Этого дома не было. А при этом у нее муниципальная квартира. Надежда, идите к нам.